Включи тут, включи на секунду. Кошмар, да? Конечно, не заправка. А ну навалите. Всем привет! Еще одна машина на прайде. Только теперь у нас соседи наши, хорошие друзья с города Батайска и Койсуга, да? Ну, Батайска, короче, пацаны. Вот Андрей и Саня приехали, это их проект. Андрей меня сейчас снимает, Саня будет рассказывать про машину. Ну, вернее, я буду рассказывать, задавать ему какие-то вопросы, если что-то непонятно. Машина собрана практически полностью на прайде сабовое звено. Фронт собран Герц. Такая сборная солянка Герц, 18 Sound и P-Audio. Это у нас Таиланд, получается, Италия и Герц. Я не знаю даже, как правильно сказать, кто это. Китай. Наверное, Китай. Очень хороший проект, добрый. Очень, во-первых, качественно сделана инсталляция. Очень сбалансированный, очень громкий, очень стабильный. Мы сейчас ехали, валили, очень машину на дороге хорошо слышно. И не каша, или там только бас, или только фронт, а именно вот едешь в соседней машине, как будто бы слушаешь музыку. Чем машина примечательна? Во-первых, очень много этапов за первый же год свой проехала. У нее на лобовом сейчас покажем кучу наклеек, со всех этапов парни оставляют, коллекционируют. Достаточно уверенный, хороший результат, там под 159, да, у вас, по-моему? Под 159 это музыка, это можно слушать. Очень хороший флекс, сумасшедшие хэйр-трики я на соревнованиях снимал. Очень длинное видео наснимал, я, наверное, его все приложу, чтобы было понимание, как машина стабильно валит вот, без остановки. То есть Саня, я подошел тогда, девочек к машине подогнали. Включил, я не знаю сколько, мы 3-4-5 минут снимали. Ну, это, конечно, не все было, он там все соревки валил, но вот я включил камеру, и все это время непрерывный бас шел, и бас был такой достаточно уверенный, крутой. Здесь стоит оформление, здесь банпас 4-го порядка, 4 прайда S 15, усиливает их 2 8000-ника прайд, которые работают каждый в 0,8 Ома. И это повседневный, да, режим? Это вот на повседневку, это так можно слушать. И также они валят, они не перекоммутируют на замер и на повседневку. То есть она все время работает вот в этом режиме. Конечно, под такую басуху нужно очень хорошее питание. И питание здесь поистине впечатляет. Это 5 170 амперных аккумуляторов Narada, которые лежат в багажнике. И подкрепляет под капотом их 2150 от Stinger. И генератор здесь Mechman 320 Slim. Очень круто. В багажнике все разведено Dynamic State нулевкой. И из-под капота в багажник идет 3 протяжки КГ 70 квадратов. По фронту, фронт злючий. Это 4 18 Sound 410 итальянских, 4 Гц Spell-Show 200.1 и 5 штук в каждой двери P-Audio 413 пищалок. Не удивляйтесь, что они круглые, это ребята попилили специально и для эстетики, и для того, чтобы они поместились. Квадратные эти вряд ли бы туда влезли. Из-за этих же обшивок вот ребят не пропустили на финале Дибидрага, они высшее остекление. Не знаю, как это влияет на звуковое давление и почему не пропустили. На самом деле, вот, для меня непонятно. Получается, уголки в дверях с пищалками тоже, да, тогда не пропустят. Вот если я на бэхе, ну, в общем, надо узнавать. Ну, вот эти обшивки, вот покажи, их по правилам Дибидраг не пропустили. А какой класс у вас был? 3-4? Суперстрит 3-4 не прошли. Обидно.
А весь год отъездили? Весь год отъездили, а именно вот в этот тариф. Ну вот момент для улучшения в организации Дебидраг, говорим как есть. Ребята ездили и участвовали, а на финале не участвовали. Ну, что есть, то, по крайней мере, машина у нас здесь, мы можем ее послушать, сделать обзор, за это уже пацанам огромное спасибо. И давайте сейчас более подробно буду рассказывать про машину и Сане задавать вопросы. Вот он, владелец Саша и Андрюха, они вдвоем делали этот автомобиль. Давайте вот начнем с самого, казалось бы, незначительного, но то, что говорит вот о подходе. Вот эту вещь, когда вы открываете, да, у вас стена или банпас. Что у нас за задней дверью? У нас здесь за задней дверью обычно клетка, шпаклевка, фанера, все что угодно. Но вот так мы видим нечасто, очень нечасто. Ребята не только заделали вот заднюю стенку, ну, боковую стенку, вернее, камер, но и сделали обшивку назад. Для чего? Вот сами думайте. То есть это в принципе не обязательно, ни на что не влияет. Это эстетика. Ну как бы вот эти мелочи всегда говорят о внимании к деталям, о подходе. И это хорошо. А можно и фронтуху даже сюда, да, запилить, если что. Тылуху. Вот машина в меру присевшая. Стоят здесь усиленные стойки. Да, пружины менял? Тоже пружины. Пружины меняли. Ну вообще тут по машине что сделано, скажи, по мотору, по подвеске? По ходовой поменяли балку, усилили балку полностью, стойки, пружины, там домики, не домики, максимально насколько можно было подняли автомобиль. Вот. То есть подвеска усиленная здесь, да. Просто так такой вес тяжело таскать. Сколько считали здесь веса? 1920. 1000. Вы прям взвешивали? Да, на автовесе завели. Вот ребята не поленились, прям взвесили приору. И хотели сдать на металлолом, но 2 тонны, представляете, да, таскать? 2 тонны для сравнения, вот BMW тонна 600, по-моему, в стоке, если не ошибаюсь. Вот этот автомобиль 2 тонны весит. Багажник у нас тоже все аккуратно сделано, аккумуляторы вот здесь видно чуть-чуть торчат. Вот они, их клеммы, и закрыты они вот такой вот фальшью, тоже все перетянуто карпетом. Очень смотрится аккуратно, приятно, не раздрочено ничего, не наколхожено. Все закреплено, все провода. Да, очень красиво. Соблюдены правила для участия в соревнованиях, вот это на Эму, да, крышкой закрыта. Продублированы предохранители, потому что одна 300-ка может не выдержать. Но они даже вот здесь видно, что и по 2 они довольно хорошо выхватывают. Видите, вот посинел, уже поплавился немножко. Вот это у нас Kings Audio Big 4. TSR Big 4, да, кишками наружу. И у нас установлены кулеры. Кикер на пищалке. Ну и, соответственно, 2 моноблока, как я уже говорил, на сабвуферы. Кулеры вместе с усилками на фронт включаются кнопкой. Отдельный ремонт. Да, отдельный ремонт под магнитофоном выведен. И отдельный на моноблоке. То есть можно в этой системе выключать бас отдельно и фронт отдельно. Вместе, ну, когда мы включаем фронт, у нас принудительно включаются кулера. Включи, давай сейчас покажем. Вот кулеры включились. Достаточно тихо работают. И вот я вам кнопки сами эти сейчас покажу. Вот они горят зелененьким красиво. Если выключить, они не горят. Вольтаж хороший, 13,2, это в простой машина стоит. Ну, тут получается по ампер часам больше 700, да, где-то? 840 ампер часов получается, это более чем достаточно. А какая максимальные просадки вы видели здесь? Ну, когда едешь на ходу, то 13 вольт практически ниже не опускается. Ну вот он повседнев, жесткий, стабильный повседнев. Это вот, представляете, да, там 155-157, грубо говоря, если вы слушаете. Ну, я не думаю, там 158, что нормально валить, там постоянно ездить. Но, грубо говоря, даже если эта машина в повседневе там 156 дБ, грубо говоря, выдает в среднем, то 13 вольт это очень, очень стабильное питание. И можно слушать сколько угодно. Так, и по фронту у нас стоят герцы Спельшоу 200.1, как я говорил, уже одни из самых громких, ну не знаю, как их даже назвать, низкоиграющие середины это скорее. Очень широкая полоса, очень хорошая громкость, хорошая живучесть, вот, динамики очень достойные. Как я говорил, уже аналоги у них FR80, DevBones M80, PA, эти Sound
8М400. И в принципе, ну, аналогов у них немного, очень мало. Это у нас фиолетки, которые чернолетки. Вы их что, красили, что ли? Покрасили, они выгорели за 3 года, им уже 3 года. Ну, теперь это чернолетки. Да, полноценная. И 413 P аудио. На станке точно. На станке вот ровненько, красиво все сделано. Очень... Ну и кнопка активации дверей сделана тоже лоб. это вот здесь вот так вы ходите? Да. Вот, кстати, очень удобно. Замка здесь стоит 2 усиленных. И это правильно, потому что разбирать эту дверь не очень, наверное, хочется, если там произошла какая-то поломка. Еще не разбирали? Не, еще не приходилось. За сезон не подвела еще. За левой дверью у нас находится коммутация сабвуферов. Здесь мы можем переключить сопротивление любое. Ну вот парни говорят, этого не делают. И вот всегда в одном режиме катаются. Это мы здесь видим выведены катушки. И можно подключать параллельно, последовательно. Но только... Просто играться без сопротивления. Ну да, только если вы человек, который это делал. Потому что я вот сейчас, если сюда залезу, мне надо будет вначале батарейкой все прозванивать. Я бы подписал. А то вдруг... А вот, пожалуйста, вот один сабвуфер, это другой. Вы Вот третий, визуально сделали, да? Да. Соответственно, вот плюсы, вот плюс. Ну, соответственно, Ага. вот это вот минусы идут. И вот у нас получается сабы идут в параллель, да? Да. И между собой потом последовательно. И вот оно последовательно. Вот Да, плюс ну и минус. вот, если вы присмотритесь, это наглядно видно, как закоммутированы 4 сабвуфера. Очень наглядно. Два Вот у нас сабвуфера, пошли на получается, усилители. На усилитель провода, да, плюс параллель. Ну да. и минус. 2 плюса, 2 И минуса. вот он контур мы видим здесь. Оп, оп, вот она последовательное соединение и на плюсы. Вот, очень удобно, не надо выкручивать сабы, если нужна перекоммутация. Так, сама машина, вот несмотря на то, что она какого, 8-го года она, да? 8-го года в отличном состоянии. И вот приятно на салон посмотреть. Я бы эти чехлы, конечно, выкинул бы. А там сидушки, да? Ну вот парбриз, пол, чистая машина, аккуратно. Вот для 8-го года очень даже неплохо. И если мы сядем внутрь, тут у нас 80-й Пионер. Всем хорошо знакомый. И если мы посмотрим назад, здесь у нас вот такая вот щель, вот это у нас стена. И внутри у нас еще одна стена, в которую вкручены сабы. 4 штуки Pride S15. Так, и потолок. Потолок Алькантара. Здрачнут и SPL-щики, и Антон Воротников, потому что он не просто Алькантара, тут он сделан заново, да, это из полифирки. Ну, стекломат, полифирка со стекломатом. Вот такой вот потолок получился, черный, красивый и прочный, да, очень. И виброизоляция, давайте, что у вас по виброизоляции? Абрис. Абрис. Крыша проклеена в 5 слоев абриса. Двери в 2 слоя, каждый слой. То есть наружный слой 2 слоя абриса и внутренний слой, монтажное отверстие тоже проклеены абрисом в 2 слоя. Пол делали? Пол, да, тоже, ну там же сборная абрис плюс шумов. Тоже 4 либо 5 слоев, уже просто не считали, скатали уже все, что есть. А крыша? Крыша в 5 слоев. В 5? Да. Абрисом? Да. Бетон. Тем не менее. Ну вот правда, можно ходить, да? Да, вы всё вот равно, эту пляж, вот я вижу. Да, это в Крыму мы заняли первое место на Дебедраге, где нас запустили с обшивками, то есть мы могли там участвовать. Получается, это был официальный этап, а завершающий финал был неофициальный у нас в Ростове. Ну вот, немножко отмечали, танцевали на крыше. И вот небольшие последствия. Я понял. Так, по внешке. Это Сочи, да, называется или нет? Да, тоже Сочи. У нас недавно была точно такого же цвета Приора. Цвет называется Сочи. Красивые диски стоят, это Лига. Не дешевые. Супер легкие. Диски 17 здесь. И смотрится достаточно бодро. Очень хорошо, ну, цвет подобран. Ну, это на вкус. Кто-то сейчас затроллит, скажет, вы колхозники, я разбираюсь в моде. Надо под такую розовый, ну, я не знаю, мне нравится, очень хорошо вот цвет совпадает. Два необычных цвета такие, ну, не черный серебро, а вот Сочи, это даже не знаю, как назвать, к какому он ближе, вот необычный цвет. Какой-то золотисто-бронзовый, что ли. Прикольные диски. Давайте под капот глянем. А фары вон у нас, фонари кастомные стоят. Приору не испортишь кастомными.
Там генератор Мехман. И вот 3 протяжки идет к аккумулятору. Аккумулятор здесь зашит фанерой. Это здесь стоит Stinger 2150. Здесь у нас также защищено предохранителями все по правилам. Закрыто крышечкой. Все в термоусадке, в змеиной коже. Очень, очень красиво, аккуратно сделано. И видно, не задроченная еще инсталляция. Видите, вот здесь и под капотом чистота, и аудиосистема вся в чистоте. Очень приятно вот на такие аудиосистемы смотреть, которые не только эффективные и стабильные, но и красиво выглядят, и добротно собраны. Ну и по поломкам, что у нас здесь? Эта машина отъездила целый сезон. Какие были неприятности? Ну, неприятности в основном были у нас, не доезжая соревнования, то есть по дороге в Крым у нас стерлись колодки просто не то что до металла, сам металл даже стерся. Это вот такое было. И до подъезда до площадки у нас просто отвалилась коробка скоростей, от подушки она открутилась и поотваливались болты у нас. На поддон упала. Коробка передач отвалилась, понятно? Ну, если кто-то не понял, что за коробка отвалилась. Отвалилась коробка передач. Это от вибрации все, от басухи? Ну да, от басухи откручивается. И что вы говорили у вас? На двигателе подушки, да, еще, по-моему, говорили? Ну, на двигателе, да, откручивается. Но мы просто слышим уже, что-то дребезжит. Подходим руками, оно все уже откручено. Ну, это, я думаю, виновата русская сборка, а в тормозах, я думаю, виноваты вы. Тут все-таки усиливать надо. Вес такой, вы видите, если заметили, машины на барабанах сзади. Это повод для троллинга. Но вот реально, мы на Тринахе тоже ездили, очень жестко тормозить на барабанах, машина вообще неуправляемая. Вот диски вешаешь, вот назад мы повесили дисковые тормоза, вперед усиленные, она стала гораздо лучше, ну как будто бы предназначена для веса. Вот, ну то есть, если вот косяки выискивать в этой машине, я бы только, наверное, сказал, что тормозную систему чуть-чуть доработать, а все остальное прям на таком вот уровне серьезном. И, как я говорил уже, и сборка, и подбор компонентов, и эффективность системы. И что, давайте включим, наверное. Плюс для ее бюста. И я забыл всех предыдущих, потому что бюст всемогущий. Пускай с тобой мы не знали друг друга с детства. Я не носил твой портфель до подъезда. Остальные
Новый трек. Девочка, по-моему, это ей понравилось все. Сейчас еще одна, а ой, нет, один. У тебя бензин сейчас кончится. Да нет, там нормально еще. Или это что? Там еще до вода Аккумулятор горит. он всю жизнь горит. Надо литий ставить. Из-под капота в багажник идет ПВ-3 70 квадратов или КГ, или похуй. Похуй. И 3 плюса плюс 3 минуса. КГ, я опять затроил что-то. В багажнике все разведено, какой прайдовской. В багажнике все